Не очень далеко от корня, но при этом и не совсем по корням. Окрашивание с элементами стриптиза. Вот мы с тобой творим красоту вдвоем. Да, удобно, но не во всех случаях, не для всех волос и не со всеми красителями. Какой тебе сушиться сама, если я тебе сейчас буду делать укладку на брашинг? Чтобы красиво и празднично. Можно сказать, уже практически нормально. Но еще есть к чему стремиться. Пойдем на кухню, сладенького захотелось очень сильно. А то надо. Ну, на кухне всегда бардак, не обращайте внимания. Главное, что чашки чистые и есть сахар. Спросите, зачем сахар? Да чтобы жизнь послаще была. Берем 2, 4, 6, 7. Кубиков так не надо. И чайную ложечку воды. Мочим сахар и ставим в микроволновку до получения сиропа. Вот. Густовато. Еще чайная ложка воды и еще греем. Что за дичь он творит, да, наверное, в голове. А есть такой нюанс, когда у вас очень сильно чувствительная кожа головы, или не у вас, а у клиента, и краска жжется, а безаммиачной краски нет. Берем сахар, добавляем в краску, смешиваем, и краска не щипет вообще. Смешиваем наш тонирующий коктейль и уже в готовую смесь выливаем сахарный сироп. Постоянно помешиваем. Пытаемся поддерживать порядок. Понеслась. Быстро, прядями средней ширины, обильно и немного размашисто. Не очень далеко от корня, но при этом и не совсем по корням. Затрагиваем наши свежеобесцвеченные корни, а также подчищенную полосу. Желательно, чтобы в таком случае нанесение у вас занимало не более 7 минут. Чего ты мне не говоришь, что у меня пок торчит? Я наслаждаюсь. Окрашивание с элементами стриптиза. Да. Чуть-чуть. Дима, ты можешь вообще вести свои курсы? Ну, у меня курс, вот он на канале, полностью бесплатный. Мне там в комментарии один раз написали, что типа, а фигушки вам, формула за деньги. Не-а, все бесплатно. Но чуть-чуть относительно. За лайк, подписку и коммент. А если еще репост будет, вообще шоколадно. Не, ну а что, вам не сложно, мне приятно. Взаимовыгодное сотрудничество. Щедрый ты мой. А что делать? Да. Я за красоту. Угу. Правильно. Вот мы с тобой творим красоту вдвоем. Как спать хочется. В твоих руках я все время расслабляюсь, А самое главное, когда мы начинали краситься несколько лет назад, Наташе было совсем не до сна. Горело и пекло так, что глаза на лоб лезли. А сейчас закрывается от удовольствия. Через 5 минут будем распределять краситель по длине. Расческой для мокрых волос прочесали волосы и начинаем нанесение на длину. Выбираем сектор, не тонкую прядь, просто нормальный сектор. Слегка его прочесываем.
наносим состав и эмульгируем его по длине. Пока. У меня сегодня реально Total Black практически. Класс. Ремень с кроссовками только Мой любимый выделяется. цвет. Да. Белинда. У меня есть еще розовый зажим. Как видите, состав мы используем один и тот же. Сегодня очень популярно нанесение в мойке путем переворачивания миски с краской на голову клиента. Да, удобно, но не во всех случаях, не для всех волос и не со всеми красителями. Если волосы у клиента не тонкие и не сильно густые, да. А если краситель гелевый, тем более да. Но тогда, когда мы используем классические крем-красители, я предпочитаю использовать нанесение кистью. Ну и в дальнейшем, конечно, проработать прядь руками. Не знаю, как у меня так получается, у меня вечно закончилась миска с краской и закончились пряди, которые нужно красить. А вы умеете так рассчитывать краситель? Или у вас излишки, за которые платит клиент? Или мастер сам дарит от себя? Даже последними слезами и каплями еще раз промажем кончики. Не обляпался. Вот это номер. Проверяем, чтобы у нас не осталось непрокрашенных участков. И на всякий случай еще разок немножко эмульгируем. И еще один момент, который допускают многие мастера ошибочно. Скручивают волосы в жгут. Ни в коем случае этого делать не нужно. Когда вы скручиваете прядь, вы выдавливаете часть красителя наружу. И внутренняя часть пряди остается у вас не промазанной. Поэтому эмульгируем и складываем. Никаких жгутов. И если вы хотите хоть как-то собрать разложенные пряди, вы можете их просто немного между собой перекрутить, но не сжимая. 10 минут. Какая чудесная вещь монтаж. Не прошло и 1 секунды, а у нас уже все время выдержки прошло. И мы смываем нашу брюнетку в очередной раз, уже по традиции. Мокрые волосы холодного оттенка у нас очень-очень темные. Но это только на несколько минут, пока мы их не обработаем шампунем, стабилизатором цвета и не высушим. Тонирование мы смываем исключительно шампунем для окрашенных волос, потому что как раз таки сейчас нам выводить из волос краски и все уходовые компоненты однозначно не надо. Шею. Не забываем промывать шею. Уши, шея. Моем все. Главное клиента не умыть. Да. Уже не так темно. И уже прям холодно. И уже прям бежевый, пепельный и фиолетовый. Все 3 цвета, которые мы использовали, мы фактически здесь и видим. Приступаем к сушке, но перед этим моем расческу. Вот был бы перед камерой какой-нибудь стеклянный щиток, я бы подошел, так красиво брызнул бы в кадр, но линзу брызгать не буду. Мне тоже хотелось. Обычно я люблю сушить с затылка, но сегодня будем сушить с передней прядочки, чтобы все сразу все увидели. В общем, вот вам фен, расческа, я пошел. А что вы смеетесь? У меня есть одна клиентка, которая сушится исключительно сама. Нет, я не могу. Ну и не надо.
какой тебе сушиться сама, если я тебе сейчас буду делать укладку на брашинг? Да, это вторая наша маленькая тема сегодняшнего ролика, чтобы красиво и празднично. Да, и кстати, самые внимательные из вас могут увидеть, что на концах у нас оттенок чуть-чуть более теплый. И я этого абсолютно не скрываю, просто дело в том, что раньше мы пользовались 12 рядом, красились осветлением, не обесцвечиванием. И чтобы повторно не добивать волосы на концах, мы просто решили их постепенно срезать. А дальше перешли уже на обесцвечивание и максимально ледяной блонд. И, кстати, еще раз хочу сказать спасибо своему любимому фену за то, что он делает волосы идеально гладкими. Фирма GHD. Я не то чтобы их амбассадор или мне за это платят, но это реально один из лучших фенов. А сравнение Dyson и этого GHD также есть у меня на канале. Заходите в плейлисты, смотрите, оценивайте, пишите комментарии. Итак, для создания красивой укладки на брашинг нам понадобится высушить волосы примерно на 90% и минимум 2 брашинга. Я люблю использовать 35 диаметр. Тот же самый Olivia Garden, удлиненный, для более быстрой и ускоренной работы. Выбираем сектора. Тонкими прядями я работать не люблю. Делим сектор на 2 части. Браш, расчесочка. И приступаем к укладке. Прядь обкручиваем на браш, сдвигаем и протягиваем. Накручиваем, сдвигаем, протягиваем. После закручиваем прядь, прогреваем изнутри и оставляем. С вторым брашингом делаем то же самое. У меня есть еще брашинги, я достану их. Один старенький, но тоже хороший. То, что мы делаем сейчас, это не салонная укладка. Это легкая укладка, которую можно подарить клиенту после окрашивания, чтобы показать всю красоту получившегося цвета. В одном из комментариев к моему предыдущему видео девушка написала: а где пепел? Пепел был. Но проблема в том, что камеры все разные. Мы подбираем пока оборудование, мы подбираем камеры, а также как мы снимаем видео на телефон. Я сниму эту работу также на телефон и выложу ее в своем телеграм-канале. Ссылка на него в описании. Переходите, смотрите. В описании к этому ролику на YouTube будет полный рецепт, но также он будет еще и в телеграме. Удобно там. Добро пожаловать. И самый ответственный момент укладки – челка. Как красиво уложить челку? Берем челку, ставим брашинг чуть-чуть дальше краевой линии. Кладем на него челку. Дуем сверху и подкручиваем. Дуем снизу, приподнимаем, снимаем и выкручиваем ее ровно назад. Еще раз. Ровно назад. Брашинг максимально прокручиваем в руках. Снимаем остатки наших художеств.
Я ее завернул. Ну и чтобы сделать самый красивый финишный штрих, берем легкую пудру для прикорневого объема и чуть-чуть обрабатываем волосы фронтальной зоны. Совсем чуть-чуть. Печеньками. А мне печеньками с лимоном. Не знаю я, девушка, кто вы. С утра я вас не видел. Я себя с утра тоже не видела. Ну вот. Обалдеть. Море волос. Легкая, пышная и не нарочито кудрявая. Ну вот, как и обещал, наша работа, но мы ее снимаем уже на телефон. Телефон, кстати, Samsung, не iPhone, потому что я знаю, что айфоны тоже по-другому передают цвет. Можете посмотреть это все в глубине. Вот так это все выглядит. Намного более холодная картинка, на мой взгляд. Само полотно волоса. И наш сегодняшний первый клиент. Да. А чтобы посмотреть полное видео этой работы, ссылка прямо сразу под видео. Переходите на YouTube, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну а здесь как бы можете также ознакомиться с рецептом, который будет продублирован и на YouTube в том числе. А мы... Спасибо. Пожалуйста. Золотую. А мы пьем кофе и отдыхаем, и приступаем к следующей блондинке. У меня их сегодня 4. Обалдеть. Ну что, друзья, количество информации, которое я вам сегодня дал, я думаю, заслуживает 3 маленьких действий: подписки, колокольчика и, возможно, комментария или отправки видео вашим друзьям. Ну а мы закончили. Результат есть, работа продолжается. Я пошел работать со своими клиентами, а с вами скорая встреча в новом видео.